Что ж, всем привет, ребят, с вами снова Демпси, и сегодня мы продолжим нашу рубрику модов на канале. Это будут все те же моды по Most Wanted, возможно даже другие игры тоже будут. Но самое главное, что эта рубрика возвращается на канал, точно так же, как и возвращается Let's Break, да и некоторые другие, я думаю, что мифы тоже вернутся, и GTA мы продолжим. Короче, у меня полно идей и полно вдохновения это все делать, и эти видео будут выходить раз в неделю, по воскресеньям, скорее всего. Может быть чаще иногда, но может быть и реже, как получится. Но главное, что именно по воскресеньям, так что ждите. Это все будет именно так, прохождения у меня останутся, но моды тоже появятся и другие рубрики тоже. И я надеюсь, что вы поддержите это видео максимальным количеством лайков, потому что это невероятно мотивирует меня продолжать подобные видео. Ну и давайте приступим к самому моду. Что же это за мод такой? Он называется Most Wanted Remaster 1.2. Что в него входит? Widescreen Fix, HUD адаптер, улучшенные винилы, HD саундтреки, к тому же они еще и расширены, иконки в мастерской из Need for Speed Undercover, рейтрейсинг, который оптимизированный, конечно же, различные фиксы по типу Most Wanted Fixes, более качественное разрешение HUD, фикс винил ISSI, да и в целом более качественные винилы боссов, улучшение текстур надписей на машинах копов, HD текстуры для дорог и тротуаров, поддержка высокой герцовки монитора, а еще тут есть эффект скорости. А также самое интересное, это улучшенные катсцены из Xbox версии. Их я уже добавил от себя, потому что в оригинальной сборке этого мода их не было. Но я их нашел где-то на просторах интернета и добавил в эту сборочку. Конечно же, она будет в описании, и я покажу, как ее устанавливать. Ну и, кстати, автор этой сборки это PopCat777. Это не я придумал, это все-таки его была затея все так реализовать, но я от себя кое-что тоже добавил, так что считайте, что это и кастомная сборка, ну и этого человека, поэтому большое ему спасибо, мне как-то зашла эта сборочка, я решил ее показать, и более того решил даже пройти, потому что оно того стоит. Да, вы все правильно поняли, после этого обзора я буду проходить этот мод на канале, то есть проходить сюжетку. Во-первых, мы посмотрим все, потому что в обзоре я все показать не смогу. А во-вторых, как раз проверим, проходится ли он полностью. Хотя думаю, что с этим проблем никаких не будет. Но вы поняли. Скоро будет проходняк. Так что, надеюсь, я ничего не забыл. Сейчас мы все это будем разбирать. И посмотрим, что этот мод из себя вообще представляет. Надеюсь, вам понравится. Ну а мы начинаем обзор. А вот мы и в игре. Hi, я Джози Маран, я играю Мия в Need for Speed Most Wanted. В игре Как вам такое качество катсцен? В жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. Это вообще другой уровень. Даже вот эта катсцена, она тоже выглядит по-другому. Она подтянута по разрешению. И это Xbox-овский вариант. То есть тот, который считается самым лучшим в плане качества. Он вышел позже всех. Просто посмотрите на это. Тут даже в меню уже видны изменения. И это как бы да, это моя работа, потому что в моде такого не было. Но у вас-то оно все будет. В моей сборочке. Так, ну это мы пропускаем. Я думаю, потом посмотрите. Вот какое меню здесь. Это уже делал не я. Это по сути то же, что у нас есть в оригинале, только растянутое на весь экран. И без пикселей каких-нибудь. Даже логотип, как видите, полностью такой весь детализированный. Я бы сказал, 4К вариант какой-то. А так здесь... Ну вот, модлоудер присутствует. Это оригинальная версия, по сути. Только вот ремастер. И, конечно же, мы по традиции выбираем сейв. Кстати, сразу сообщу, что сейвы вообще не работают с модом. Нужно начинать заново, поэтому все мои вот эти сейвы, что я тут наделал, они абсолютно не подходят. Но у меня есть сейв ремейк, потому что ремастер не влезло, поэтому я написал ремейк. И уже прошел кое-какие-то там, кое-каких соперников. И вот главное меню этого мода. То есть, по сути, ничем не отличается от оригинала, кроме качества текстур. Да, вот эти текстуры я еще, наверное, поменяю, потому что они довольно мыльные из оригинала. Вот эти все значки я тоже, наверное, поменяю, у меня есть откуда их брать. Я посмотрю. Но дальше будет интересней.
Тут пока что все одинаково, что, в принципе, и говорит о том, что это ремастер. Это не что-то там выдуманное, это просто взят оригинал и пропатчен новыми текстурами, саундтреком и так далее. Кстати, если вы не заметили, саундтрек-то играет по-другому немножко. Вот тут нет цензуры, во-первых. Во-вторых, он полный. Давайте вот какой-нибудь другой возьмем. Как вам такое? Он начинается совершенно по-другому. Или вот I'm Rock. Как вам такое? Да-да, вот такие вот варианты саундтреков. Да, у меня есть BMW в прохождении, но это только потому, что мне надо как-то было пройти хоть каких-то соперников, показать вам это быстро. И да, вот такие у меня машины здесь, как видите. Гольф я получил, максимально качественные текстуры. Вот как выглядит Lexus ES300 у Теза, который я получил. Очень круто. Кобальт мой родной, ну Кобальт, конечно, такой дефолтненький. Гольф, который я показывал изначально. Очень качественные текстуры. Прямо чувствуется. 4К ready. Ну, BMW, само собой, тоже. Винил гораздо качественнее. А что у нас там по черному списку, спросите вы? Да, как-то так. Посмотрите на качество этих моделек. Ну, этих фотографий. Это просто, это кошмар, как же они качественно выглядят. Но вот так выглядят соперники из черного списка, которые у меня пока открыты. Мне очень нравится, как их визуально подтянули по графону. А теперь давайте посмотрим на то, как выглядят все машины из черного списка в этом моде. Ну и, соответственно, качество самих винилов, конечно. Но давайте мы посмотрим более детально, чем отличается графика оригинала и ремастера. Сейчас я покажу вам, как это выглядит на скриншотах и как это выглядит во время геймплея. А потом мы с вами погоняем по городу. Так что всем приятного просмотра.
теперь самое интересное. Заходим в свободную карьеру, свободную гоночку. Как у нас здесь все выглядит? Ну, совершенно по-другому. Желтого фильтра здесь нет, кстати говоря, и не будет, потому что он в этом моде, походу, вырезан. Но вы посмотрите на освещение, какое оно здесь вообще. Как здесь выглядит вода. Да, текстуры плохие, но в целом тут, конечно, графика совершенно по-другому ощущается. Значки вообще выглядят гораздо лучше, чем в оригинале. Они не мыльные. А интересно, а стрелка мыльная будет? Нет, стрелка тоже не мыльная. Так, а что у нас в меню? Вот здесь уже нормальные значки почему-то, хотя там были мыльные. И вот как-то так все выглядит вне игры. Значки очень качественные. Но самое главное, это текстуры машин, это винилы машин, это саундтрек. В целом графическая составляющая. Здесь нет отсебятины, как таковой. Ну, практически нет ее. Потому что это, по сути, оригинал, только прокачанный. Нет ничего вот этих вот, знаете, странных там спидометров или каких-то других машин, трафика. Здесь все оригинальное. И это самое классное. А еще тут есть эффект скорости, который был на PS2 и на Xbox версии. Вот как он выглядит. Давайте разгонюсь. И он появляется во время того, как вы ускоряетесь, когда ваша машина действительно очень быстро едет. И это смотрится неплохо. То есть это лишним точно не будет. Как по мне, все выглядит органично. Но давайте мы перейдем в гоночку для большей наглядности, чтобы, скажем так, видели разницу с оригиналом. Вот так оно выглядит в самой гонке. Да, кстати, тут есть перебор немножко с дымом, но это косяк, да. Его пофиксить не так уж и легко, наверное, не знаю. Я в этом не шарю. Да, как-то легко разносить соперников, которые не имеют BMW. Ну, что поделаешь. По сути, оригинал только улучшенный, как я уже говорил, и это круто. Меня это подкупило, потому что я знаю, есть куча модов, ремастеров там всяких, но они отличаются очень сильно от оригинала, и они, по сути, не канон. Здесь же мы видим просто пропатченную версию, как будто разработчики выпустили обычный ремастер. Да, было бы круто увидеть оригинальный ремастер, конечно, но, скорее всего, будет ремейк, и то непонятно когда. А там уже совершенно все другое будет. Тот же Most Wanted, только текстуры высокого разрешения, саундтрек качественный, при этом расширенный. Освещение лучше, нет желтого фильтра, который, конечно, мне не мешал, но многих он бесит, и они его отключают. Здесь же такой проблемы нет. И все выглядит неплохо. Вот и гоночку я уже, кстати, прошел. И текстуры финиша довольно неплохие тоже, прокачанные. Ну а теперь мы с вами едем в магазин запчастей. Посмотрим, что там поменялось. Потому что там тоже есть изменения, как я уже говорил. Новые иконки из андеркавера. Да и в целом интересно, что там. Так, что у нас здесь есть? Иконки, конечно, вроде как дефолтные. Я бы даже не сказал, что они чем-то изменились. Новый I'm Rock играет. Это круто. Как видите, вот и значки из андеркавера. Ревьюшки такие. Но, к сожалению, есть в них и минус, потому что абсолютно не видно, чем отличаются эти детали, пока ты их не поставишь. Это да. Но, с другой стороны, все остальное выглядит неплохо. Возможно, это, конечно, не очень уместно. Тут тоже, кстати, спойлеры вы никак не отличите, если не поставите их. Да, абсолютно одинаковые. Но, возможно, и в оригинале там было много одинакового. Капоты, кстати, я заметил, что они ничем не отличаются. Вот тут непонятно, какие конкретно ты ставишь. И это, конечно, минус. А с другой стороны, вы и так, в принципе, будете выбирать не по тому, который там значок показывается, а по визуалу. Визуал здесь отображается нормально. Тюнинг. Тоже новые значки. Двигатель, трансмиссия, подвеска, закись азота, шины, тормоза и турбонаддув. Тут уже все привычно. И отделка. По-моему, здесь особо без изменений было, насколько я помню. Элитные приборы, кстати, они тоже максимально высокого качества. Покраска. Мне кажется, в этом плане тоже ничего не поменялось. Я даже не особо хочу эту машину менять, хотя это, конечно, смотрится прикольно.
И, конечно же, у меня курсор пропал, я не могу переключать. Это обидно. Да, и эти, кстати, винилы тоже улучшены. Более высокого разрешения. Ну, это, кстати, неплохо смотрится. Ха-ха. Нормально. Но мы не будем уродовать эту машину, потому что здесь уникальный винил, оригинальный, и где-то еще его возьмешь. Так что, да, пожалуй, оставим как есть. А так, больше изменений здесь нет. Как-то так. Ну, а теперь давайте пойдем в погоню. Просто посмотрим, как это все работает. О, как раз и обучение посмотрим. Хотя, конечно, нам его текстом не покажут. У нас так. Чем больше копы дают за твою голову, тем круче. Если ты популярен у них, ты популярен у нас. Для тебя открыт путь в черный список. Обидеть копов просто. Чем больше погонь, тем толще твое дело. Главное не попадаться. Бегай от копов, нарушай правила, и скоро ты станешь знаменитым. Тут тоже менюшки поменялись. И посмотрим, что поменялось у копов. У них более качественные детали, точнее модели стали, надписи тоже. Только этого не видно из-за дыма. Но, как видите, все максимально так блестит, как будто. Мне нравится. Но он не собирается суициднуться. Это еще и первые копы, тут особо не на что смотреть. Но опять-таки, я же повторюсь, что в этом моде нужно игру заново начинать. То есть это повод перепройти игру. Потому что сейвы, они никак не совместимы. Я только до 12 места дошел, до 11 по факту. То есть я даже Рокпорт еще не открыл. Но я не стал там читерить как-то, кроме BMW, конечно. Так-то можно было быстрее пройти, пропускать соперников через лайфхак. О боже мой, давно такого не было, конечно. Да, какие ложки, конечно. Здешняя атмосфера мне очень нравится. Погони самые обычные, только теперь в обновленном освещении, с обновленными текстурами. И я думаю, что поприятнее будут. Давайте мы дадим себя поймать, потому что тут будет еще одно интересное нововведение, скажем так. Ну, точнее, не нововведение, а скорее фикс. Так, произошел арест. Кат-сцена, по идее, хотя она без изменений, наверное. Ну да. Было бы интересно тут добавить какие-то вырезанные кат-сцены. Арестован. Видели? Там было написано арестован. Да-да. А не непонятно что. Я это тоже исправил. Так, необходимо потратить жетон. Ну, все остальное тут вроде как такое, как было в оригинале. Все, мы попались. Тут еще, если машину конфискует, тоже будет написано конфисковано, а не непонятно что. Это я тоже изменил. А в целом погоня выглядит как-то так. Как в оригинале, только лучше. Серия состязаний, кстати, выглядит вот так. Ничего особенного, просто новые иконки, и то не все, я вижу, здесь отображаются, некоторые довольно мыльные. Вот мне интересно запустить последнее испытание, просто посмотреть. Турнир Black Edition. Как это будет вообще все выглядеть, там же Camaro SS дается, еще копы 7 уровня. Ну, вроде бы все по стандарту как будто. Но мне кажется, более детализировано. Но, возможно, это я себе придумал, хотя нет, смотрите, реально. И надписи четкие, и вот эти изображения. О боже, что ты своего убил? Будете брать. Я бы сказал, что вы будете делать, ну ладно. Это кошмар. Так, по визуалу Camaro SS вроде бы тоже немножко прокачали. О боже. Но винил точно четче стал, это явно. 7 уровень, жесть, конечно. А так, в целом, как видите, ничего особо тут не изменилось. Копы стали четче, машины стали четче. Жаль, что вот русскую озвучку четче никак не сделать, потому что она изначально записывалась хуже, чем английская. Но я думаю, для тех, кто играли в оригинале, они прекрасно понимают, о чем я. Там тупо качественнее звук. Что ж мы все время машины подкидываем? О, носороги приехали. Так, ну такое надо встретить красиво. Неужели меня поймают? А давайте, может, катсцену еще одну затриггерим. Сейчас только я кого-нибудь тут устраню. Отлично, все, можно сдаваться. Я готов. Какая будет катсцена?
Ну, наверное, стандартная. Да-да-да, опять я попытаюсь ему прописать, но это Майкл из GTA 5, он уже прошаренный. Вот четко отображается логотипчик их, ну, вообще прям круто. И тут только начать заново. Нет такого понятия, как арест, ну, оно и понятно. Ну, а теперь мы добрались до самого интересного. Кат-сцены. И то, как они здесь выглядят. Специально для этого я сейчас начал игру с самого начала. И начнем с самых первых катсцен. Конечно, я могу их просто показать, но в самой игре гораздо интересней. И эти катсцены тоже будут. Оно как будто бы ощущается совершенно по-другому. Как будто больше FPS. Это ящик с болтами? Дай-ка. Давай свой техпаспорт. Очень качественно. Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрешься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Внимание патрулям. А это геймплей. Возможно, группа. Попытка скрыться. Идет погоня. Всем приготовиться исследовать район. Сразу видно и тротуары, и дороги, и текстуры машин, и копов. Все в одном месте. Это максимально круто. Как видите, и заметен эффект скорости, который появляется, если машина едет довольно быстро. Дым, конечно, да, он максимально странный, какой-то не оптимизированный, но это проблема многих ремастеров. Итак, управление переходит к нам. Вы готовы посмотреть на самую классную катсцену, наверное, в этой игре? Сейчас мы до нее доедем. Да, и в этом ремастере, кстати, катсцены будут на английском. Но так как я это делаю для обзора, да и потом прохождение буду делать, у меня они на русском, потому что, ну, я с монтажом запарился. Сделать их на русском нереально, потому что оригинал английский. Что-то не так. У тебя масло течет. Слышишь меня? Долго ты не протянешь. И это меню тоже будет возникать, потому что это русская версия игры, и какой-то тут прикол есть, как вы помните, то что это меню не должно появляться, но оно есть. Я не знаю, с чем это связано, убрать его невозможно, только вот на пиратских версиях. Или на английской. И вот эта катсцена. В разы четче выглядит. Я сразу, наверное, перемотаю до кросса, потому что это нужно видеть. А вот и он. Сержант Проверкович. Тут он хотя бы почти не мыльный, как и его помощница. Парень, ты не туда свернул, верно? Мне нравится твоя тачка. Ого, О сколько таких катсценах я мог только мечтать. весь этот тюнинг для понту или для дела? Почему их изначально не было на ПК-версии, я не понимаю. Это идея. Они выпустили максимально мыльные катсцены. Наверное, Помните Карбон? В Карбоне было гораздо лучше. и найдем Хотя там много тоже, ну, такого, год разница буквально. что не указано в техпаспорте. В Карбоне в целом графика на ПК гораздо лучше. Вызывай эвакуатор. Похоже, докатался ты, гонщик. Открою тебе маленький секрет. Все гонки в Рокпорте закончились. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Они максимально качественные. И я сейчас покажу финальную катсцену, полностью, наверное, чтобы вы посмотрели, поняли уровень эпика, уровень графона в ней, да и в целом, как это все выглядит. Ну, и Ронни я уже как бомжа обошел стоячего. У него тоже текстуры там, ну, винилы и текстура машины получше стало, но это не самое интересное. Давайте посмотрим финальную катсцену и перейдем к другим изменениям. Ну вот и она. Просто шикарно выглядит. Я выбью тебя с первого места. Я выбью тебя из списка, а свою тачку ты не получишь. Понял, да? Довольно, Райзер.
Только ради этого стоит уже игру пройти, я Я не думаю. понял, откуда столько понта. То есть, походу, в оригинале они были сняты именно так. Но для ПК-версии, я не знаю, для того, чтобы они на диске уместились или для чего, их настолько сжали, что они были максимально мыльными. Они даже на PlayStation 2 выглядят примерно так же, как на ПК. Это нормально, по-вашему? Вот там реально были проблемы с местом, но Такой тут... командой. Давайте посмотрим уже финал. И где второй? Не знаю. Ты хочешь сказать, что упустил самого крутого гонщика? Героя из черного списка? Нет больше списка. Забудь. Отправь, пожалуйста, все машины за оставшимся. Вообще все? Ты единой! О да, это было мощно. Какой он злой, теперь хоть видно его в 4К, так сказать. Хотя, конечно, все равно мыльцо есть, но не такое. И разрешение, оно на весь экран идет. А теперь давайте прослушаем, какие в этой игре саундтреки. Как я говорил, они измененные, дополненные и без цензуры. Покажу вам, наверное, пару наглядных примеров. Например, Ninth Thou. Буду показывать недолго, потому что за это прилетает авторское право. Да, I'm Rock. Тоже по-другому. Да, начало там было большое. Shapeshifter. Как вы видите, и она начинается немножко по-другому. Но есть одна песня, которая вообще звучит иначе. И это One Good Reason. Потому что она не минусовка, как это было в оригинале. Она со словами. Давайте послушаем. Я не буду показывать всю, потому что, во-первых, авторские права, во-вторых, ну, что вы понимали, чем конкретно она отличается, кроме начала. Это совершенно по-другому воспринимается. Минусовка не давала и близко такого же уровня эпика. А остальные в целом похожи, но самый интересный трек это все-таки был One Good Reason. Ну а так, в целом, другие треки не сильно отличаются. Вот эти, что я показал, они отличаются больше всего. Но я думаю, что вы тоже заметите разницу, потому что те треки вы слышали очень много раз. Вы точно это заметите. Ну а мы идем дальше. Ну а теперь я предлагаю нам пойти в гонку с Исси и посмотреть как минимум на дождь в катсцене, на то, как это будет все выглядеть, как машина будет ее появляться, какой там будет интересный винил, да и в целом глянуть, как это играется, потому что в гонках с обычными соперниками это одно, а вот в гонках с черным списком, где все заскриптовано, даже погода там заскриптована, это совершенно другое. Так что давайте начнем. Поехали! Спринт и кольцевая гонка. Как раз посмотрим, будет ли там Пейхетити, но, конечно же, его не будет, потому что я пофиксил это. Оцениваем дождь. Но выглядит очень атмосферно. Да, на BMW буду гонять, потому что... Почему бы и нет? У меня эта машина есть. И да, это читерство, но это чисто для обзора. Когда я буду проходить этот мод, такого не будет. Но винил выглядит, конечно, очень шикарно. Этого бага, когда машина подлетает, его нет. А мне нравится ее тачка. Тут винил прям преобразился. Надо будет глянуть разницу с оригиналом. Я тоже вам это покажу, как выглядит оригинальная машина. И как это выглядит в ремастере. Хочу назвать его ремейком, потому что у меня даже профиль называется ремейк. Но нет. Ремейк это совершенно другое. Там, я думаю, и физика другая будет, и вообще город в целом перерисован. Я бы на это, конечно, глянул, но тогда возникает проблема, а что делать с катсценами? Типа, катсцены нужно как-то апскейлить или заново перезаписывать с другими актерами, потому что те актеры уже постарели. Ну, конечно, можно их как-то использовать, типа, тех же людей позвать, но нет.
А как тогда нам быть без оригинального Razer, без оригинальной Mii, да и в целом без кросса того же? Мне кажется, что такого не будет, и если ремейк будет, то либо кат-сцены просто апскейлят, ну их будут апскейлить, или вообще заново все сделают с другими актерами. Это будет логично. Потому что брать оригинальный состав, это нужно брать всех. А если брать не всех, тогда вопрос, почему вы взяли только 2 или 3? Логично? Логично. Боже, Исти уже отстала на километр и 100 метров. Это нормально, типа? Ну, я понимаю, что у меня BMW, и как бы в нее машина гораздо слабее. Но вы поймите тоже, что в этом в Most Wanted, да и в других частях тоже, в андеграундах, мне кажется, такое тоже было. Соперники подстраиваются под вашу скорость. Кстати, как вам дымочек? Вообще не видно машину. Соперники тупо подстраиваются под характеристики вашей машины. Да, вот такое вот тоже есть. И этот дым у меня на компе не лагает, ясное дело, потому что у меня там Ryzen 7 5700X3D и Radeon RX 6800. Типа, конечно, тут лагать ничего не будет, но на ноуте у меня такой дым лагает, так что я думаю, и у вас могут быть такие трудности. Но что поделаешь. Посмотрим, что за жетончик выпадет, как там меню реализовано, плюс кат-сцена опять-таки будет со следующим соперником. Конечно, в этом обзоре я не смогу показать все, это логично, только потому что слишком много контента, и ради этого нужно перепроходить всю игру, а времени у меня сейчас столько нет, я, может быть, и заморочился бы, прошел бы все, что только можно. Помните, как-то я для Let's Break, кажется, прошел игру полностью, да, даже такое у меня было. Ради одной серии я перепрошел игру полностью, чтобы доказать, что там можно что-то сделать или пройти, если использовать детали Джанкмана. Но я думаю, что олдфаги наверняка помнят и уже в комментариях написали, что там конкретно было, потому что это было жестко. Тут в целом очень много текстур высокого разрешения. Но эффект скорости, который вы наблюдаете, мне больше всего нравится. Он просто показывает, что скорость у вас лютая и подчеркивает это. Типа, почему в оригинальном Most Wanted его не было? Мне кажется, в андеграундах он был, а в карбоне его уже потом тоже добавили. Как на консольных версиях. Ну а так, и даже через парсек, вот я до сих пор играю через парсек, потому что я не дома. И даже так, проблем особых с управлением у меня нет, так что я думаю, я справлюсь с прохождением ремастера. Ну и вы, конечно, можете спросить, а где вебка? Я вам отвечу, что в обзоре модов она особо не нужна. Только потому, что здесь вы смотрите на мод, а не на меня. Так что, думаю, это будет лишним. Да и тем более, так было раньше в обзорчиках. В прохождениях вебка останется, это уж однозначно. А тем временем мы победили, видим такой крутой экран. И как же он качественно сделан. Тут прямо видно, что это 8К ready. Ну, конечно, некоторые значки до сих пор пиксельные, ну что тут поделаешь. Вне игры, а не PHDT. Да-да, я это исправил. Конечно, пропала фишка. А с другой стороны, так ведь правильнее. И для ремастера именно так и нужно было сделать. Может, машину можем выиграть, а? А, ну, конечно. Конечно, с первого раза я машину выиграл. Ну, тогда что-нибудь еще. Блин, надо было заднюю комнату показать. А хотя у меня вроде бы есть жетончики. Надо просто показать, как выглядит комната с деталями Джанкмана. Лу Парк, Биг Лу. Граффити его максимально четкое. Настоящий корейский мачо. И кат-сцена. Интро. Мне кажется, оно раза в 2 или 3 просто четче выглядит, чем на ПК. А может быть, я себе уже просто нафантазировал. Но нет, оно точно на весь экран нормально показывается. Там оно было растянуто. Мне показалось, или там на фоне Sony был? Он типа Sony уничтожал. Да. Итак, самый главный вопрос. Что там по FPS? Потому что мод, конечно, крутой, вы скажете, да, там классное отражение, крутой дождь и вообще выглядит добротно. Плюс RTX есть, но что там с FPS будет у нас? Значит так, я это тестировал на своем слабеньком ноутбуке, который я использую в основном для работы, и то удаленный, то есть через
парсек, подключаюсь к своему домашнему компьютеру и там уже монтирую. Так вот, да, это очень слабый ноут для игр, и вот на нем результаты были такие. Тестировалось все в начале игры. Когда мы начинаем новую карьеру, там идет сюжетная катсцена, после этого заставка на движке игры, где мы с Рейзером гоняемся, и там еще копы на хвосте, ну и потом мы гоняем отдельно. Это было именно там. Так вот, в оригинале у меня было 55 FPS в среднем. Минимальный был 26, максимальный 62. В ремастере же у меня было уже только 32 FPS. Минимальный 15 и максимальный 47. То есть в данном случае FPS опускался на 58%. То есть по факту в 2 раза. И это, конечно, жестко. Но вы не забывайте, что я играю на таких настройках. По сути, на максимальных, кроме теней. На ноуте тоже такие же настройки выставлены. И при желании их, конечно же, можно опустить. Ну а так, в целом, у меня 30-40 FPS на таких настройках на ноуте, учитывая, что он не игровой. Так что, думаю, у вас оно пойдет более-менее нормально. Тем более, не забывайте, что и разрешение, и настройки можно опустить. Как-то так. Вот мы и добрались до самого интересного. Установка этого мода. И все здесь максимально просто. Вам нужно всего-то зайти по ссылке в описании, скачать этот архив и просто скопировать его куда угодно, где вы хотите, чтобы у вас была игра. То есть это по факту полная игра. Это не то, что там графическая надстройка. Нет, просто папка со всей игрой. Ее можно даже, наверное, с флешки запускать. У меня это именно так и работает. Главное, чтобы у вас была установлена оригинальная игра. Если она установлена, то все будет работать шикарно. Ну вот, собственно, и все. Это вся установка мода. Скачать, скопировать куда вы хотите и играть. Максимально просто. Если вдруг у вас возникнут трудности, то пишите об этом в комментариях. Я постараюсь вам как-то помочь. Также стоит отметить нюансы при запуске. Это когда вы запускаете ярлычок и у вас показывается вот такая ошибка. Это ничего страшного, это просто какой-то баг, и все оно работает. То есть вы дальше нажимаете ОК, и игра у вас запускается. Здесь не нужно ничего такого делать. Но есть еще одна штука, когда у вас игра уже запущена, и она сама сворачивается и предлагает вам вот такое меню. Тут можно как качать, так и не качать то, что вам показывает, без разницы. Оно все равно потом еще раз выскочит и скажет типа «Установите меня, пожалуйста». Тут тоже ничего страшного, можно и отменять, и качать, как хотите. Просто сама игра после этого будет работать так же, как и всегда. Так что, знаете, все нормально, не пугайтесь, все работает, тем более этот репак тестировал не только у себя на компьютере дома, но и на своем ноуте, на котором я затестил и FPS тоже. Что ж, а на этом мы, пожалуй, закончим обзор данного мода. Надеюсь, ничего важного я не забыл, показал все, что запланировал. Скоро будет проходняк по этому моду, так что ждите его. Я постараюсь выпустить его, сразу после NFS Hit, то есть он будет следующим по пятницам. Надеюсь на вашу активность и жду вас там. Ну а я буду заканчивать с этим модом. Это была 16-я серия наших модов по Need for Speed Most Wanted. Надеюсь, вам понравилось, и вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий, ну и также оставить тайм-коды с какими-то интересными моментами. Я думаю, их тоже хватало. Ваша поддержка в виде лайков очень важна, так что не скупитесь. Я думаю, что это очень поможет каналу вырасти, и в целом новые видео на канале будут больше получать просмотров. Я постараюсь радовать вас новыми видео также по воскресеньям, где-то, наверное, раз в 2-3 недели, как у меня там получится. И это будет не только Most Wanted, там будет еще рубрика Let's Break, да и в целом хочется еще какую-то игру показать. Есть там у меня на примете Resident Evil 2, я думаю. Есть один интересный мод для этой игры, тоже мог бы показать. Ну а пока на этом все. Это был Демси и 16-я серия модов по Need for Speed Most Wanted. Спасибо всем за просмотр и всем пока!